Как вы думаете, что может произойти на запуске игры? Очевидно, это проблемы с серверами. Не можешь войти в аккаунт, бесконечная загрузка, еще одна бесконечная загрузка. Да, это быстро поправили. В группе ВК написали, что большой наплыв, нужно перезагрузиться. Но, тем не менее, раздражает одна малюсенькая деталь. Нельзя войти в игру без регистрации аккаунта. Тем более это демка. Очень маленькая демка. Нам дают возможность пройти только пролог. Это примерно 40 минут. До реальных игроков мы не доберемся. Так, собственно, еще раз задам вопрос. Зачем в демке, без людей, мы проходим обязательную регистрацию? Так, постой. Я уже вижу, что пальчики полезли писать, что после церкви игра продолжается. Действительно, тут ты прав. Я 2 дня пытался войти на бродячий перевал. В комментах ВК писали, что это конец демки. Другие, наоборот, плодили слухи, что у кого-то там получилось загрузиться дальше и даже сходить на свой первый рейд. Я не отчаивался, пытался зайти, но потом опустил руки. Пока случайно не обнаружил на Твиче, что у паренька ведь действительно получилось загрузиться в бродячий перевал. А там и люди бегают, какие-то азартные игры, рейд и так далее. Но об этом позже. Окей, мы зарегались, но даже кнопка «Запомнить» не работает. Каждый вход, а я напомню, перезаходить придется часто, сопровождается подключением к аккаунту. Логин, пароль, логин, пароль, логин, пароль. Самое интересное, если ты дошел до конца демки, начать заново или пересоздать персонажа нельзя. Вполне возможно, все это поправят на релизе. Но вопрос следующий. А где, собственно, рус-сервера? Каждый заголовок об этой игре кричит: российское ММО, российский шутер, отечественный шутер. Если копнуть глубже, мы сможем узнать, что существует 2 компании GFA Games. Первая зарегана в Сербии и разрабатывает ММО Пионер, а вторая зарегана уже в Москве и тоже разрабатывает ММО Пионер. В ноябре 2021 года Tencent приобрела пакет акций. Команда состоит из разных слоев населения. Некоторые принимали участие в Сталкере, другие в Atomic Heart и Metro Exodus. Очевидно, где Пионер будет пользоваться спросом. Так где рус-сервера? Или UA-сервера? Может, вообще сербские? Почему самый ближайший к нам сервак — это Амстердам? Почему люди в комментариях должны каждый раз задавать вопрос, а на каком сервере играет больше всего русскоязычных игроков? Полная локализация в игре присутствует. Советские символики и даже упоминания некоторых из них тоже есть. Тот же Мавроди. И это не просто однофамильцы, ведь у него по лору игры своя пирамида, из-за которой отправили его на остров Тартар. Плюс спецназ, который придерживается советских законов. Короче, неважно откуда разработчики. Очевидно, на какую аудиторию создавался Пионер. Откуда он черпал свои идеи. Ну окей, сервера с серверами. Такое обычно исправляется в день релиза. Не всегда. Но тут проблемы есть и посерьезнее, чем просто сервера. Что не исправляется, так это фундамент игры. Пока вообще не ясно, чего ожидать от данного проекта. Очень много хейта в сторону игры. Большинство из них вообще не обоснованы. Одни жалуются на оптимизацию, другие наоборот ее хвалят. Кричат, что стрельба дерьмо, кринжовые зомби. Ну, хз. На мое мнение, стрельба не сильно отличается от того же второго Сталкера. По записанному геймплею видно, что вес у оружия присутствует. Ближний бой посредственный, но на то он и ближний бой. Анимации да, с ними большая проблема, обещали исправить. Но пока дело не сдвинулось с места. Не забывайте, что это не одиночная игра, ММО-шутер. Как я понимаю, еще и PvP будет. Сам Пионер на Unreal 4. Из-за этого даже более древние системы смогут запустить игру. Но это в теории. Пока по оптимизации 4 Unreal в Пионере не сильно отличается от того же 5. Постановочные сценки слегка кринжеватые, я бы поработал над ними. Локации интересные. Иногда кажется, что писали их под тяжелой шмалью. Но уникальность присутствует. Среди сотни картинок с первого раза тыкнешь Пионер. А озвучка хороша, детализация предметов тоже неплохая. Лица проблемные, но в жанре ММО, по-моему, они как были в 2007, так и остались там. Моментами ощущается пересвет в некоторых участках, а также страдает сглаживание. То, что мы видим в прологе, если завернуть в закоулок, можно найти какой-то мини-ивент. Заброшенные дома, в которых находится не только лут, но и интересные интерьеры. Иногда даже записки. Если так и дальше будет продолжаться, не только в прологе, то мы с уверенностью скажем, что исследовать мир будет интересно. По сюжету пока не ясно. Я вообще удивлен, что он пытается существовать. Напоминаю, что это ММО. Чаще всего в них сюжет ради галочки. А я, допустим, бегая на минуте 20 игры, вообще забыл, что нахожусь в ММО, а не в одиночной сюжетной кампании. Что уже в принципе неплохо и как минимум стоит дать шанс. Позже я полазал в способности.
способностях. В Пионере они называются пути. Какие-то пути можно будет прокачать в зависимости от выбора фракции, если я правильно понял. Я говорю то, что есть в игре, и нам это показывают. Отдельно не читал и не изучал сам проект. За выполнение задания будем получать валюту. Есть вес в инвентаре, шмотки с различной защитой. Понятное дело, что прокачка уровня, за мобов капает опыт. Еще будут ежедневные задания, очевидно разные регионы и достижения, плюс рейды. И вполне возможно стычки между группировками. Чуть позже подробнее расскажу. В теории выглядит интересно. Как это все будет на практике, не знаю. Еще раз, я сужу проект с точки зрения демки. Как бы это ОБТ плюс будущий ММО-шутер. Кратко по игре. Баги присутствуют. Кровь привязана не к неписям, а к частям брони, из-за чего данное действие выглядит крайне стрёмно. В озвучке принимает участие небезызвестный Глад Валакас. Вставай, заебал ты, ёбаный шашлык! Кастомизация персонажа очень ограничена. До перезагрузки серверов были каст-сцены в самом начале игры. Потом куда-то они пропали, даже на новом аккаунте. По сюжету нас нашли возле каравана. Можем выбрать, кем именно были, но это вопрос ради галочки. Теперь мы торчим Эдгару услугу за то, что нас спасли. Нужно вернуться на место каравана и что-то найти, что именно нам не говорят. По итогу находим голос, который предупреждает о конце мира и что мы скоро двинем кони. Якобы начался какой-то гон. Гон не со стороны игры, хотя это тоже, а другой гон. Добравшись до церкви, нам нужно отбиться от зомби и свалить отсюда. В общем, пробудиться. И на этом этапе я думал, что это конец, пока не решился загрузиться на другой сервер. Тут нас проведут по разным торговцам. Узнаем, кто чем торгует и что может предложить. Познакомимся с Мавроди. Подпишем контракт и получим экипировку. А она уже дает нам различные бафы. Как и оружие. Можем накинуть обвесы. Многие предметы имеют свои полезные бафы. Поэтому при покупке обращайте внимание, что именно оно вам даст. Пообщавшись с другими неписями, удалось выяснить, что некоторые организации или просто кучка наемников занимаются охраной каравана. Видимо, в будущем также сможем сопровождать груз. Другие ребятки в очень шатких отношениях. Вполне возможно, придется в будущем сделать выбор, за какую из сторон будем воевать. Также, со слов Семена, есть одинокие волки. Ну и наконец, наши враги не только мутанты, но и другие группировки, в том числе культ Ворона. Нам кратко рассказали, чем они занимаются и как приносят в жертву наших собратьев. Я лично игру не ждал, но поиграть в какое-то новое ММО, тем более в шутер, я по сути не против. Посмотрим, что нас ждет в будущем, чем Пионер попытается нас удивить. По крайней мере, пока мне понравилось. Но, ребятки, если не будет российских серверов, простите за мат, это проеб. С вами был Мистер Кабан. Встретимся.